Что именно сфотографировал Кассини за секунды до гибели и почему НАСА засекретила эти снимки на 7 минут? На последних кадрах зонда ученые обнаружили аномалию, которую до сих пор не могут объяснить, а один из инженеров миссии расплакался прямо в прямом эфире. 15 сентября 2017 года зонд весом в 2300 килограммов вошел в атмосферу Сатурна и сгорел. Но то, что он успел передать в последние минуты, перевернуло все, что ученые думали об этой планете. В Центре управления полетами лаборатории реактивного движения в Пасадене в то утро собралось больше 300 человек. Инженеры, ученые, журналисты. Все знали, что зонд умрет, это было запланировано. Но никто не был готов к тому, что произошло за 7 минут до потери сигнала. 5 часов 58 минут по Тихоокеанскому времени Кассини начал финальное погружение. Антенна зонда была развернута строго на Землю. Это приоритет номер 1 — передавать данные до последней секунды. Телеметрия шла в реальном режиме, и вдруг в 6 часов ровно поток данных изменился. Не прервался. Именно изменил. Приборы зафиксировали всплеск активности магнитометра, который не соответствовал ни одной из заранее просчитанных моделей входа в атмосферу. Руководитель миссии Эрл Мейс стоял у центрального экрана. Один из специалистов по магнитным полям, Мишель Дьюрти, встал со стула и подошел вплотную к экрану, как будто расстояние в полметра могло что-то изменить в интерпретации данных. По его словам, которые он дал в интервью спустя несколько недель, в тот момент несколько инженеров одновременно потянулись к клавиатурам, не потому что была инструкция так делать, а потому что каждый из них увидел одно и то же и не понял, что это такое. Именно в этот момент камеры прямой трансляции зафиксировали инженера Джули Уэбстер, ведущего системного инженера миссии, с мокрыми глазами. Позже в интервью она объяснила это просто. 20 лет работы, финальная секунда. Но в зале в тот момент ее реакция совпала ровно с всплеском на магнитометре, и несколько зрителей трансляции сразу написали в сеть, что что-то пошло не так. 7 минут, именно столько длился разрыв между последним принятым сигналом и официальным подтверждением гибели зонда. НАСА объяснила паузу стандартным временем обработки телеметрии. Технически это правда. Сигнал от Сатурна идет до Земли около 83 минут, и все данные приходят с задержкой. Но проблема в другом. В официальном пресс-релизе, выпущенном в тот же день, не было ни слова о всплеске магнитометра. Ни в первом релизе, ни во втором, вышедшем через 3 дня. Данные о магнитном поле появились в открытом научном архиве только через 4 месяца, в январе 2018 в составе общего пакета финальных измерений. Без отдельного пресс-релиза, без пояснений, без пресс-конференции. Просто строчка в таблице среди тысяч других строк. Исследователь Мартин Паттерсон из Университета Айовы, специализирующийся на магнитосфере газовых гигантов, обнаружил аномалию случайно при обработке архива для совершенно другой работы. Он опубликовал препринт в феврале 2018, где описал всплеск как структурно несовместимый с известными моделями взаимодействия зонда с магнитным полем Сатурна на данной высоте. Препринт набрал внимание в научном сообществе, но официального ответа от НАСА на него так и не последовало. Камеры зонда сделали финальную серию фотографий за 20 минут до входа в атмосферу. Снимки были опубликованы, но не все. Параллельно в сети начали распространяться последние снимки, переданные Кассини. В запланированной серии в 46 кадров в открытый доступ попало 38. 8 кадров в базе данных миссии числятся как переданные, находящиеся в обработке. По состоянию на сегодняшний день они так и не опубликованы. 38 опубликованных снимков выглядели именно так, как и ожидалось. Облачные полосы Сатурна крупным планом, структура атмосферы, цветовые градиенты на границе слоев. Красивые, научно ценные, абсолютно предсказуемые. Именно поэтому 8 недостающих кадров привлекли такое внимание. Каждый снимок имеет уникальный идентификатор, временную метку и статус. Любой человек может зайти и проверить. База данных миссии Кассини публично доступна. Именно это и сделал Джастин Коуэлл, астроном-любитель из Великобритании, который системно отслеживал публикацию финальных данных миссии. В октябре 2017 он опубликовал в своем блоге таблицу 46 идентификаторов, 38 активных ссылок, 8 ссылок со статусом в обработке. Его пост разошелся по форумам астрономов и быстро попал в более широкую аудиторию. НАСА не удалила эти записи из базы и не изменила их статус. Они просто висят там с временными метками, подтверждающими, что данные были получены, но без самих изображений. Официальный представитель лаборатории реактивного движения в ответ на запрос журналистов сообщил, что часть финальных изображений требует дополнительной калибровки и обработки перед публикацией. Это стандартная формулировка. Нестандартным является срок. 7 лет. Среди опубликованных 38 снимков есть один, который отдельные исследователи выделяют особо. Кадр с идентификатором VS227, сделанный широкоугольной камерой за 18 минут до входа в атмосферу. На нем видна граница кольца Б и темный промежуток перед атмосферой планеты, так называемый зазор Кассини, через который зонд и совершал свои финальные виды. В левом нижнем секторе снимка присутствует объект, который в официальном описании кадра обозначен как артефакт оптической
плоской системы. Планетолог Норман Хейс из Университета Колорадо опубликовал анализ этого снимка в марте 2018. Он указал, что форма и яркость объекта не соответствуют характеристикам типичных оптических артефактов камеры Кассини. Зонд проработал 13 лет, и специалисты хорошо знают, как выглядят его аберрации и блики. Артефакты такого типа обычно симметричны относительно источника света и привязаны к яркому объекту в кадре. Объект на кадре W6944727 не привязан ни к Сатурну, ни к кольцам. Кейс не утверждал, что это нечто необъяснимое. Он написал конкретно: данный объект требует дополнительного анализа с привлечением оригинальных калибровочных данных камер. Ответа от команды миссии он не получил. Параллельно с этим в архиве финальных данных обнаружилась еще одна деталь. Инфракрасный спектрометр Кассини, прибор под названием WIMS, в последние 22 минуты работы зафиксировал спектральную сигнатуру, которая в опубликованном научном отчете описана как неожиданное присутствие органических молекул на высоте, не предусмотренной текущими моделями атмосферы. Конкретно, следы пропана и ацетилена на высоте примерно 1600 километров над верхней границей облаков. По существующим моделям эти соединения должны присутствовать значительно глубже в атмосфере. Авторы отчета написали, что это открытие требует пересмотра моделей вертикального распределения углеводородов в атмосфере Сатурна. Это важное научное открытие, получившее минимальное медийное освещение на фоне самого события гибели зонда. Но именно в сочетании с аномалией магнитометра и 8 недостающими снимками оно начало складываться в картину, которую часть ученых отказывалась считать случайным совпадением. Кольца Сатурна выглядят монолитно только с расстояния. Вблизи это хаос. Миллиарды частиц льда и камня от микроскопических пылинок до глыб размером с многоэтажный дом, вращающихся с разными скоростями в разных плоскостях. Кассини провел в этой системе 13 лет и собрал о кольцах больше данных, чем все предыдущие миссии вместе взятые. Часть этих данных перевернула базовые представления о том, что кольца вообще такое. Первый шок пришел еще в 2005-м, когда Кассини измерил массу колец с точностью, недоступной ранее. Результат оказался неожиданным. Кольца значительно легче, чем считалось. Это означало одно: они молоды. По расчетам, основанным на данных зонда, кольца Сатурна сформировались не 4 миллиарда лет назад вместе с планетой, а максимум 100-400 миллионов лет назад. В эпоху динозавров на Земле у Сатурна колец еще могло не быть. Это открытие поставило немедленный вопрос: откуда они взялись? Официальная версия: столкновение крупного объекта, возможно, кометы или луны, с чем-то в окрестностях Сатурна. Но есть проблема. Объект, способный создать такую массу колец, должен был быть колоссальным, и его столкновение оставило бы следы, которые мы должны наблюдать. Этих следов нет. Финальная фаза миссии Dachshund 20, два витка между кольцами и шовой атмосферой планеты в 2017 дала еще более странный результат. Кассини измерил гравитационное поле Сатурна с беспрецедентной точностью. Данные показали, что внутреннее строение планеты не соответствует ни одной из существующих моделей. Граница между газовой оболочкой и предполагаемым твердым или металлическим водородным ядром размыта настолько, что некоторые исследователи начали говорить о размытом ядре, диффузной зоне перехода протяженностью в десятки тысяч километров. Но самое необъяснимое обнаружилось при анализе данных о потоках вещества между кольцами и атмосферой. Кассини зафиксировал, что кольца буквально дождят на планету. Тонкий поток органических молекул и заряженных частиц непрерывно падает в атмосферу вдоль магнитных линий. Это явление назвали дождем из колец. Объем этого потока оказался в 10 раз больше, чем предполагалось. По расчетам команды миссии, кольца теряют от 1 до 20 тысяч килограммов вещества каждую секунду. При таком темпе потерь кольца исчезнут через 100 миллионов лет. Именно здесь данные финальных витков начали пересекаться с аномалией магнитометра и спектральными данными последних минут. Органические молекулы, зафиксированные спектрометром WIMS на высоте 1600 километров, там, где их не должно было быть, по составу совпадали с веществом, которое кольца сбрасывают в атмосферу. Это само по себе не аномалия. Но концентрация этих молекул в финальных измерениях была в 17 раз выше фоновых значений, зафиксированных на предыдущих витках. Скачок в 17 раз за время одного последнего витка не объяснен до сих пор. В опубликованных научных статьях по данным миссии этот конкретный показатель упоминается один раз. В сноске без обсуждения возможных причин. Параллельно с химическими аномалиями Кассини зафиксировал в зазоре между кольцами нечто, что команда миссии назвала пропеллерами. Структуры в кольцах, создаваемые небольшими лунами внутри кольцевой системы. Большинство из них были каталогизированы еще в начале миссии. Но в финальной серии измерений один из известных пропеллеров, получивший неофициальное обозначение Блерио, изменил орбиту способом, который нарушает все расчеты гравитационного взаимодействия в кольцевой системе. Он сместился быстрее, чем позволяет любая известная сила в этом регионе. Команда миссии опубликовала об этом короткую заметку в научном журнале в 2018. В ней написано, что орбитальное поведение Блерио остается загадкой, и что внешняя сила неизвестной природы может объяснять наблюдаемое смещение. Что это за сила? В заметке не уточняет.
Архив данных миссии Кассини хранится на серверах Института космической науки в Болдере и частично на серверах Европейского космического агентства. Общий объем собранных данных — около 635 гигабайт научных измерений. По условиям миссии все данные должны переходить в открытый доступ через 6 месяцев после получения. Большинство из них действительно стали публичными. Но не все. Исследователь Карлос Мендес из Мадридского университета Комплутенсе в 2019-м подал официальный запрос в НАСА на получение полного пакета данных магнитометра за финальные 40 минут. Он получил ответ через 83 дня. В ответе говорилось, что запрошенные данные находятся в процессе научной верификации и будут опубликованы в соответствии с установленными процедурами. Мендес повторил запрос в 2020 и в 2021. Ответы были идентичны первому с точностью до формулировок. Он не единственный. Группа из 8 астрофизиков из университетов Германии, Франции и Японии направила коллективное письмо в редакцию журнала «Икар», одного из ведущих планетологических изданий, с просьбой прояснить статус финальных данных магнитометра. Письмо было опубликовано в 2021. Официального ответа от НАСА или лаборатории реактивного движения на него не последовало. При этом важно понимать, НАСА технически не обязана публиковать абсолютно все данные немедленно. Существуют законные процедуры верификации, калибровки, защиты приоритета научных открытий. Ни один закон не нарушен. Но стандартный срок верификации данных Кассини составлял от 3 до 6 месяцев. Финальные данные магнитометра находятся в верификации уже более 7 лет. В 2022 независимый исследователь Томас Хенриксен из Норвегии применил нестандартный подход. Вместо запроса к НАСА он обратился к данным, которые успели скачать и опубликовать сторонние организации до того, как доступ к некоторым разделам архива был ограничен техническими фильтрами. Хенриксен нашел частичный дамп телеметрии финальных минут на сервере любительской астрономической сети, который был скачан автоматически в день публикации и не удален. В этом дампе содержались фрагменты данных магнитометра. Хенриксен опубликовал анализ в своем блоге. Согласно его расчетам, всплеск магнитного поля, зафиксированный Кассини, имел периодическую структуру. То есть не был случайным выбросом, а повторялся с интервалом примерно 18,4 секунды на протяжении не менее 4 минут. Периодический сигнал в магнитном поле планеты — это не аномалия само по себе. Сатурн имеет собственные магнитные осцилляции, но период этих осцилляций измерен и хорошо известен. Он не совпадает с 18,4 секунд. Публикацию Хенриксена перепечатали несколько научно-популярных ресурсов. Профессиональное сообщество отреагировало сдержанно. Несколько планетологов в комментариях указали, что анализ фрагментарных данных из неверифицированного дампа не может служить основой для вывода. Это справедливое замечание. Но оно не отменяет вопрос, почему полные верифицированные данные до сих пор не опубликованы. В 2023-м НАСА опубликовала итоговый научный сборник миссии Кассини, 812 страниц, 147 научных статей. Данные магнитометра за финальные 40 минут в сборник не вошли. В предисловии к сборнику сказано, что он представляет собой полное научное наследие миссии. Карлос Мендес написал об этом короткий пост в научной сети и задал один вопрос. Если сборник полный, то что тогда все еще верифицируется? Ответа не последовало. Атмосфера Сатурна непрозрачна. Видимые полосы и вихри — это верхний слой облаков, примерно как вид на Землю сквозь плотную область. Что происходит глубже, в Латое никто не видел напрямую. Кассини не мог проникнуть взглядом сквозь облака, но его приборы читали атмосферу иначе, через гравитацию, магнитное поле, радиоволны и химический состав того, что поднимается наверх. И именно то, что поднималось наверх в последние минуты работы зонда, оказалось неожиданным. Радионаука Кассини, эксперимент по просвечиванию атмосферы радиосигналами, зафиксировала в финальном погружении слой повышенной плотности на высоте около 1200 километров над верхней границей облаков. Этот слой не предусмотрен ни одной из существующих моделей атмосферы Сатурна. По плотности он напоминает ионосферу, но расположен значительно ниже, чем должна находиться ионосфера планеты такого типа. Авторы соответствующей статьи, опубликованной в журнале Science в 2018-м, назвали его неожиданным слоем и указали, что его природа требует дальнейшего изучения. Дальнейшего изучения не последовало. Следующей миссии к Сатурну не существует. Единственный одобренный проект, зонд «Дракон» к Титану, прибудет туда в 2034-м и к самому Сатурну отношения не имеет. Теперь о тумане в буквальном смысле. Один из самых странных результатов финальных измерений касается экватора Сатурна. Кассини обнаружил, что экваториальная зона планеты вращается иначе, чем предсказывают модели. Разница небольшая по абсолютным значениям, но принципиальная по смыслу. Глубинные слои атмосферы вращаются быстрее поверхностных, причем граница между этими режимами вращения проходит на глубине около 9000 километров. Это означает, что внутри Сатурна существуют концентрические цилиндрические потоки вещества колоссального масштаба. Сами по себе такие потоки
Не открытия. Они предсказывались теоретически для газовых гигантов. Открытием стал масштаб 9000 километров, то есть это глубже, чем считалось возможным для такой структуры при данной температуре и давлении. Это означает, что внутреннее строение Сатурна принципиально отличается от того, что было принято считать стандартом для планет этого класса. Но вернемся к туману в переносном смысле, к тому, что намеренно остается непрозрачным. В марте 2018-го бывший сотрудник лаборатории реактивного движения, проработавший в ней 11 лет и участвовавший в обработке данных Кассини, написал в своем личном блоге короткую запись. Он не называл себя информатором, не делал сенсационных заявлений. Он написал следующее. В первые часы после получения финальных данных в лаборатории состоялось незапланированное совещание, на котором присутствовали представители не только научного, но и административного руководства НАСА. Это совещание не было внесено в официальный публичный календарь событий дня. Автор записи уточнил, что лично не присутствовал на этом совещании, но знал о нем от коллег, которые были там. Запись собрала несколько тысяч просмотров, после чего автор закрыл блог. Его имя установить не удалось, он писал под псевдонимом. Единственное, что осталось, скриншоты, разошедшиеся по форумам. Одновременно с этим в научном сообществе продолжалось обсуждение другой детали финальных измерений. Магнитное поле Сатурна почти идеально симметрично относительно оси вращения планет. Это само по себе аномалия, у всех других планет с магнитным полем наблюдается наклон между магнитной и географической осями. У Земли этот наклон составляет около 11 градусов. У Сатурна будет менее 1,1 градуса. По существующим теориям динамоэффекта такая симметрия невозможна. Она должна была бы привести к затуханию магнитного поля. Но поле есть, и оно устойчиво. Кассини пытался найти хоть малейшую асимметрию, которая могла бы объяснить, как это поле вообще существует. Финальные измерения дали верхний предел асимметрии, менее 0,01 градуса. Это не объяснение, это еще более глубокая загадка. Поле Сатурна настолько симметрично, что физика не может объяснить, почему оно не исчезло миллиарды лет назад. Именно с этой точки идеально симметричного поля, непрозрачного тумана атмосферы и незапланированного совещания история Кассини перестает быть просто историей об успешной космической миссии. Радиотелескоп в Голдстоуне, Калифорния, принимал сигнал Кассини в последние минуты миссии в паре с антенной в Канберре, Австралия. Два приемника одновременно. Стандартная процедура для финальной фазы критически важных миссий. Оба фиксировали одно и то же. Несущую частоту передатчика зонда, модулированную потоком научных данных. В 6 часов 55 минут по тихоокеанскому времени сигнал исчез. Кассини вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. Но за 3 минуты до этого, в 6 часов 52 минуты, оба приемника зафиксировали кратковременное изменение несущей частоты. Ни обрыв, ни помех. Именно сдвиг частоты, доплеровский сдвиг, который возникает при изменении скорости источника сигнала. Зонд на долю секунды повел себя так, как будто его скорость резко изменилась, а затем вернулась к расчетной траектории. Этот факт зафиксирован в технических отчетах МИД. Официальное объяснение — турбулентность верхних слоев атмосферы, воздействие которой на зонд вызвало кратковременное ускорение. Это вполне правдоподобная версия. Кассини в момент входа испытывал нарастающее атмосферное сопротивление, и неравномерность этого сопротивления могла дать доплеровский сдвиг. Проблема в величине сдвига. Инженер по радиосвязи Питер Лоусон, работавший со станцией в Голдстоуне, опубликовал в 2019-м технический разбор этого события. Согласно его расчетам, зафиксированный сдвиг соответствует изменению скорости зонда примерно на 240 метров в секунду за менее чем полсекунды. При массе Кассини в 2300 килограммов такое изменение скорости потребовало бы силы воздействия порядка 1 миллиона ньютон. Атмосферная турбулентность на той высоте, где находился зонд в тот момент, не способна создать такое усилие. Лоусон не утверждал, что знает причину. Он написал, что официальное объяснение не согласуется с физическими параметрами события и что альтернативные механизмы требуют изучения. Его публикация вышла в узкоспециализированном техническом журнале и осталась практически незамеченной широкой аудиторией. Теперь к другому сигналу. Буквально. В 2023 группа радиоастрономов из Нидерландов, работающая с антенной сетью LAFAR, опубликовала статью об обнаружении низкочастотного радиоизлучения из системы Сатурна с нестандартными характеристиками. Излучение было зафиксировано в диапазоне от 10 до 80 МГц. Диапазоне, в котором Сатурн давно известен как мощный источник радиошума из-за своей магнитосферы и молний в атмосфере. Нестандартным было не само излучение, а его структура. Внутри широкополосного шума исследователи обнаружили узкополосный компонент с шириной около 3 МГц, который не соответствовал ни одному из известных механизмов генерации радиоволн в системе Сатурна. Узкополосное излучение — признак упорядоченного источника, а не хаотического природного процесса вроде молний или плазменных волн. Авторы статьи предложили несколько гипотез. Резонансные явления в кольцах, неизвестный вид плазменных волн в магнитосфере, инструментальный артефакт. Последний вариант они сами же отвергли. Сигнал был зафиксирован несколькими независимыми антеннами сети одновременно. Источник реален. Связь этого излучения с данными Кассини никто официально не установил.
устанавливал. Но среди исследователей, следивших за историей финальных данных зонда, совпадение не осталось незамеченным. Частота узкополосного компонента нидерландского сигнала составляла около 18,4 МГц. Это число уже встречалось раньше. Именно такой период в секундах имел периодический всплеск магнитометра Кассини в финальные минуты, согласно анализу Томаса Хенриксена. 18,4 секунды и 18,4 МГц — разные физические величины. Их совпадение может быть чистой случайностью, но оно было замечено, записано и опубликовано. И пока официальная наука не дала объяснения ни одному из этих чисел по отдельности, их совпадение продолжает существовать как факт. Кассини сгорел в атмосфере Сатурна, но данные, которые он успел передать, продолжают генерировать вопросы быстрее, чем наука успевает на них отвечать. В сентябре 2023-го, ровно через 6 лет после гибели зонда, планетолог Кристофер Манн из Университета Аризоны подал в НАСА официальный запрос на финансирование исследовательского проекта. Проект назывался «Верификация аномальных данных финальной фазы миссии Кассини». Запрос был отклонен через 41 день. Причина отказа в официальном письме формулировалась как «недостаточная научная обоснованность приоритетности тем». Манн опубликовал текст отказа в открытом доступе. Несколько его коллег публично выразили удивление формулировкой. Тема, по их словам, была обоснована детально и ссылалась на опубликованные рецензируемые работы. Но это не самое шокирующее из того, что произошло за эти 6 лет. В 2022-м японское космическое агентство JAXA в рамках собственной программы архивных исследований провело независимый анализ публично доступных данных Кассини. Японская группа сосредоточилась на данных о гравитационном поле, полученных в финальных витках. Их вывод, опубликованный в журнале Geophysical Research Letters, был сформулирован осторожно, но однозначно. Гравитационные данные финальных витков содержат компонент, который не может быть объяснен ни атмосферными массами Сатурна, ни его кольцами, ни известными лунами. Этот компонент соответствует присутствию массивного объекта в зазоре между внутренним краем кольца Б и верхней атмосферой планеты. Объект не наблюдался визуально ни на одном из опубликованных снимков. Японская группа оценила нижний предел массы этого гравитационного возмущения в 5 на 10 в 18 степени килограммов. Это примерно 1/400 масса Луны. Объект такой массы в зазоре шириной 200 километров между кольцами и атмосферой должен был бы быть виден. Его нет ни на одном из 38 опубликованных снимков. 8 неопубликованных снимков сделаны именно в период, когда зонд проходил через эту зону. Японская статья получила широкое внимание в научном сообществе. НАСА выпустила короткий ответ. Гравитационные аномалии финальных витков объясняются неравномерным распределением масс в кольцевой системе и атмосфере и находятся в рамках допустимых погрешностей моделирования. Японская группа в ответном письме указала, что их результат выходит за пределы любой разумной погрешности в 7 сигма. Это статистический порог, при котором случайность практически исключена. Переписка была опубликована. Дальнейшего официального ответа не последовало. Затем в 2024 произошло то, что окончательно изменило характер этой истории. Бывший научный сотрудник миссии Кассини, работавший в команде магнитометра, дал интервью научному подкасту под псевдонимом. Голос был изменен. Он сообщил следующее. В первые часы после получения финальных данных внутри команды миссии было проведено экстренное совещание, на котором данные магнитометра были классифицированы как требующие межведомственной проверки. Это нестандартная процедура, которая применяется, когда данные потенциально затрагивают вопросы национальной безопасности или требуют согласования с разведывательными структурами. Он не утверждал, что данные были засекречены в юридическом смысле. Он сказал точнее, их публикация была приостановлена по запросу, поступившему не от научного руководства МИД. Источник запроса он назвать отказался. Подкаст набрал около 800 тысяч прослушиваний. НАСА не прокомментировала это интервью. К этому моменту в истории финальных данных Кассини сложилась следующая картина. Аномалия магнитометра с периодической структурой, 8 неопубликованных снимков, гравитационное возмущение от объекта неизвестной природы в зазоре между кольцами и атмосферой, скачок концентрации органических молекул в 17 раз, доплеровский сдвиг, несовместимый с атмосферной турбулентностью, незапланированное совещание с участием вненаучного руководства и 7 лет верификации данных, которые так и не были опубликованы. Каждый из этих фактов по отдельности имеет правдоподобное объяснение. Все они вместе не имеют ни одного. Во феврале 2025-го НАСА объявила о начале новой миссии к Сатурну. Не дракон к Титану на отдельный проект, получивший рабочее название «Сатурн Проби». Официальная цель — изучение атмосферы планеты зондом Камикадзе по образцу Кассини. Бюджет-то около $2 миллиардов. Старт запланирован на 2032. В пресс-релизе среди научных задач миссии третьим пунктом значится верификация аномальных данных, полученных в
в финальной фазе миссии Кассини. Это первый случай, когда НАСА официально признала существование аномальных данных финальной фазы. Формулировка в пресс-релизе появилась и исчезла. В обновленной версии того же документа, опубликованной через 4 дня, третий пункт был переформулирован как уточнение модели атмосферной динамики на основе предыдущих измерений. Оригинальная версия пресс-релиза сохранилась в веб-архиве и была немедленно замечена исследователями, следившими за историей. Карлос Мендес, тот самый, чьи запросы на данные магнитометра трижды отклонялись идентичными формулировками, написал об этом коротко. Они знают, что там есть. Теперь они хотят проверить, все ли еще там. Именно в этой фразе ключ к пониманию всей истории. Не в теориях о засекреченных снимках и не в периодическом сигнале магнитометра. В том, что новая миссия вообще была объявлена. Зонды Камикадзе к газовым гигантам дорогое удовольствие. Галилео упал в Юпитер в 2003-м. Следующей подобной миссии к Юпитеру нет до сих пор. Кассини сгорел в Сатурне в 2017-м. Новая миссия объявлена через 8 лет. Рекордно короткий срок для такого класса проекта. Что именно сфотографировал Кассини за секунды до гибели? Официального ответа нет. 8 снимков по-прежнему не опубликованы. Но совокупность фактов позволяет восстановить контур того, что, по всей видимости, было обнаружено. В зазоре между внутренним краем кольца Б и верхней атмосферой Сатурна, зоне шириной около 200 километров, через которую Кассини совершал финальные витки, присутствует объект или структура, чья масса гравитационно зафиксирована японской группой, чье магнитное воздействие отражено в данных магнитометра и чье присутствие коррелирует с аномальным скачком концентрации органических молекул. Этот объект не является ни известной Луной, ни фрагментом кольца. Его природа не установлена. Это не означает внеземной цивилизации. Это может быть неизвестный тип плазменной структуры, гравитационно связанное облако вещества, аномальное уплотнение в переходной зоне между кольцами и атмосферой. Наука знает достаточно, чтобы зафиксировать присутствие чего, и недостаточно, чтобы объяснить, чего именно. Джули Уэбстер, инженер, чьи слезы в прямом эфире совпали с всплеском на магнитометре, в 2023-м дала большое интервью по случаю 6-летия миссии. Ее спросили напрямую, были ли в финальных данных что-то, что удивило команду. Она ответила: Кассини удивлял нас до последней секунды. Именно поэтому мы делаем науку. Это не ответ. Но это и не отрицание. 15 сентября 2017 зонд весом в 2300 килограммов, запущенный 20 лет назад, прошедший 7 миллиардов километров, передавший около 500 гигабайт данных, вошел в атмосферу Сатурна со скоростью около 120 тысяч километров в час и сгорел за минуту с небольшим. Его атомы стали частью планеты, которую он изучал 13 лет. Последнее, что он успел передать, данные, которые до сих пор не опубликованы полностью. Новая миссия стартует в 2032. До Сатурна лететь около 7 лет. Это значит, что ответ, если он будет получен, появится не раньше 2039. Через 22 года после того, как Кассини в последний раз направил антенну на Землю и передал то, что увидел. Что бы это ни было.